Это ручка под новый джойстик. Следующее логическое развитие предыдущего проекта джойстика перспективной кинематики. Теперь кинематика стала еще более перспективной. Я планирую полностью параллельную механику. Но пока сделал довольно сложный шаг, изготовил вот эту ручку. Особенность этой ручки состоит в том, что она спроектирована как универсальная как для правой руки, так и для левой руки. И в ней заложены больше возможностей, чем в обычной ручке. Вот общий вид. Это та же самая база, которую я использовал в качестве модульной ручки. Все то же самое, как на вот этой предыдущей ручке. Здесь число кнопок 4, плюс 4-позиционный переключатель и, соответственно, внизу там 2 оси. Здесь гораздо больше функций. Есть ось высокого разрешения. И есть 2 5-позиционных переключателя и 4 кнопки, те же самые. Я показывал в свое время, какое-то время назад я показывал напечатанные 4-позиционные переключатели. Их особенность была в том, что они сделаны на основе комплементной механики, то есть не содержат крепежей или каких-то элементов, которые идут в обычных переключателях такого рода, в том числе самодельных. Вместе с этим получилось я получил такую незапланированную функцию, как подвижность вдоль оси, так как там пружина. И в какой-то момент я решил использовать, когда делал один из прототипов этих ручки, и понял, что можно превратить 4-позиционный переключатель в 5-позиционный переключатель, что на 2 кнопки расширило возможности этой ручки. Ручка сделана по тому же принципу, как делались предыдущие ручки. То есть это цельная конструкция. Если сравнивать с этой, видно, что она цельная. В ней она неразборная. И элементы в нее вставляются, но при этом есть легкая возможность с минимумом инструментов разобрать и обслужить этот узел, если потребуется, например, заменить кнопку или перенастроить ось. Все это вынимается довольно легко. Вот эта вся конструкция, вот этот весь элемент, это и есть ось высокого разрешения. Она точно такая же, как и большие оси на джойстике. Все то же самое, только в очень ультракомпактном размере и очень прочном корпусе. Вот эта ось состоит всего из 3 деталей напечатанных: корпус, ползунок и редуктор. И на него крепится датчик. Умещается в ручку и закрепляется с той стороны винтом. Соответственно, вот эта кнопка тоже разбирается, вынимается. И получаю доступ уже к внутренним элементам. Теперь я могу выталкивать этот 5-позиционный переключатель. Эту кнопку могу снимать без необходимости разбирать что-либо. И очень легко могу заменять элементы. При необходимости, естественно. Сборка также идет в обратном порядке. Практически все это можно делать с минимумом инструментов. Все работает. Все очень плотно, очень хорошо сидит. Для того, чтобы получить доступ к нижней части, я вынимаю вот это крепление, переходник к механизму, и получаю доступ ко всем отдельным элементам.
Эти переключатели еще раз были оптимизированы, теперь их можно еще легче печатать, они еще прочнее стали и еще точнее. Что дает такая конструкция? Какую возможности дает? Во-первых, по сути, получается, что вот эта ручка вся сама по себе есть одноосевой джойстик с 14 кнопками. Во-вторых, она может быть как правой, как левой, так и правой в зеркальном отражении. И может давать очень интересные возможности. Если есть два одинаковых джойстика, я поставил два, то я могу в зависимости от сценариев и назначенной роли на эти органы управления управлять самыми разнообразными, например, летательными аппаратами. От самолетов до вертолетов и какой-то там экзотической космической техникой. Потому что я могу создавать воображаемые точки отсчета и использовать их либо в качестве оси газа, либо в качестве управления по основным осям. Крен, тангаж, рысканье, так и далее. Ну и теперь тестирование небольшое. Как я говорил, ось вот это высокого разрешения. Если смотреть по калибровочным данным, получается текущее значение максимальное 9674 отсчета. Минимальное значение 950. Итого получается вот эта ось на 90 градусов хода вот этого ползунка дает 8724 отсчета. Если смотреть на тестер, вот видно по вот этому графику, как ось ведет себя в полном диапазоне, либо в любой части, какой надо управлять. Могу ставить очень точно. Вот я сейчас поставил на пунктирную линию. Здесь практически нет никакого джиттера, никаких колебаний. Могу очень-очень точно управлять. И фактически это тоже может быть, например, осью газа или еще чем-то, осью приближения, зума, например. Если это какой-то самолет, в котором много осей управления всякими штуками, вроде смеси, шага, винта, спойлера, все что угодно. Это может использоваться точно так же, как специально предназначена для этого ось. Еще один момент. Я делал такую штуку, которую назвал настольный рожь, ручка общего шага ротора вертолета. Она, как и на больших настоящих версиях, имеет поворотную ручку вдоль оси, но с использованием этой поворотной ручки, когда одновременно используется и движение вдоль ручки, точнее проворот по осевой линии, и одновременно угловые перемещения, получается, что я вынужден немного перехватывать, либо удерживать ручку в положении вращения и лишаюсь возможности одновременно нажимать какие-то кнопки. В данном случае этого нет, потому что все управляется большим пальцем. И управляется, может, с любой точностью, на какой способна ваша координация. Если говорить о разрешении оси, то получается, что 8724 отсчета, это на 90 градусов хода вот этого ползунка. Дальше там редукция. Попробую показать. Видно вот это белая шестерня. На ней расположен магнит. И она преобразует движение в 120 градусов хода.
120 градусов углового движения. Ну, тут как считать, если делить на 8724 делить на 90 градусов, получаем 96 отсчетов на 1 градус движения, что, по моему мнению, очень и очень неплохой результат для углового разрешения этого устройства. То есть он фактически ограничен только координацией, координационными способностями пальцев, ну, чем можно управлять. И следующая особенность. Я уже говорил, что здесь теперь переключатели не 4-кнопочные, а 5-кнопочные. И это дает тоже интересные возможности. Во-первых, отдельно изолированное нажатие на каждую кнопку. Первая кнопка, вторая подсвечивается здесь красным. Третья, четвертая. Эта кнопка сделана для того, чтобы нельзя было случайно нажать, только специально с перехватом. Все остальные кнопки можно нажимать без перехвата. И 5-позиционные переключатели. Нажатие вверх, нажатие вправо, нажатие вниз, нажатие влево и осевое нажатие. 5-е положение. Вот как это выглядит. Как видно, что все эти нажатия очень изолированы и безошибочно можно нажимать каждую из этих кнопок, не ошибаясь в функции. Но, как и это, тоже 5-позиционная, она допускает возможность нажатия комбинации клавиш. Либо одну клавишу, либо 2, но можно нажимать и 3. Во всех сочетаниях, получается, можно нажимать уже 3 клавиши, точнее 3 кнопки. Если удерживать в одном положении ручку, нажимать первую, вторую и плюс 5-позиционный переключатель, то можно нажимать по 5 кнопок одновременно. Это очень интересная возможность, которая дает, это очень интересное свойство, которое дает возможность нажимать сразу сочетание клавиш. То есть не нужно переключать, на некоторых джойстиках бывают регистры переключения, чтобы обходить ограничения по числу кнопок. И в разных регистрах можно нажимать разные клавиши. Но я, например, в таких случаях часто путаюсь, потому что забываю переключить регистр. Сочетание клавиш гораздо проще использовать. Например, для выключения какой-то редко включаемой функции, и чтобы не задевать первостепенные функции, чтобы не вмешиваться. Например, у меня назначена кнопка чего-то там в самолете, вызова какой-то важной функции, но при этом я хотел бы иметь возможность нажимать и включать одним движением, например, систему обзора головой. Я могу нажать тройное нажатие, четверное, пятерное нажатие. То есть это будет именно целенаправленное нажатие на вызов этой функции сочетанием клавиш, что дает возможность как бы идеальной функции. Идеальная функция — это функция, которой нет, но свойства, которые выполняются. То есть мне для этого не надо ни программно ничего добавлять, ни в электронном способе тоже ничего менять. Посмотрите, это получается то же самое, что аккорды на музыкальных инструментах. Мне не терпится сделать дальнейшие шаги, чтобы опробовать уже устройство на новой механике, на полностью параллельном движении. Так что, надеюсь, получится снять следующее видео, где уже будет дальнейшее продвижение. На этом пока все. Всем пока.